Крым присоединился к России. Вот так вот. Чумака тоже ну, присоединился, но я на себе прям вот что Россия, блядь, не почувствовал, что я прям, ну, мне заебись стало. Вот, и только бах, думаю, молишься уже такой, хоть бы, блядь, живым остаться, если, блядь, нахер надо вот это все, блядь, непонятно за что, блядь. А здесь вроде говорят на русском и ничего, значит, не запрещают, получается. Тоже, значит, получается по телевизору, вот как верить потом, да. Я, Читаев Леонид Сергеевич, даю согласие на проведение запись со мной интервью. Вот я как жил вот, при Украине, все вот, и осталось так вот, жил спокойно, даже вот, ну, зашла Россия, но у меня ничего не поменялось, вот как в жизни, все, что как было, вот я как вообще в политику как бы не лезу. Вот так вот у меня, вот я вообще даже вот жил себе, вот, просто вот когда вот это все произошло, я вообще работал у человека на даче с ночевкой, даже не понял, что вообще происходило. В городе меня как бы не было. У него огород перекапывали на даче. А потом, когда домой приезжаю, мне вот мама говорит, вот такая вот фигня произошла. Задания дают, а куда, в случае чего, куда отказываться, как связаться, где наши, где не наши, толком и не сказали. И думаешь, бля, нормально операцию спланировали. Кто-то тоже показал, ну вот, идите, выживете. Нет, и нет. Ну, впечатление такое вот было. Как бы, наверное, так еще думаешь, да, наверное, кинули посмотреть, откуда будут летать, откуда будут стрелять. Короче, как приманку сделали, вот такое вот. Старшая группа приходит, вот, надо взять дом, типа, день-два просидеть, придут, поменяют. Ну, а смысл, что там такого, что там, зачистить, не зачистить. Ну, говорит, типа, зачистить. Но когда мы с Беттера спрыгнули, стрельбы вообще не было. Ни оттуда, ни оттуда. Ну, тишина была. Как будто там, знаете, вообще никого не было. Никто не стреляет по нам. Ну, зашли мы, и пошла жара, короче. Думаешь, вот, нас как приманку кинули туда. Нас расхуярили, типа, посмотрели, ага. Нас бьют, значит, охуенно. Да будем думать, да, на другим, блядь, что-то другое предпринимать. Но я так думаю, блядь. По телевизору, как говорили, как я видел, Крым присоединился к России. Вот так, блядь. Чумака тоже хрен. Ну, присоединился, но я на себе прям вот что, Россия, блядь, не почувствовал, что я прям, ну, мне заебись стало, вот, допустим. Я такого на себе прям. Я вот как жил, можно сказать, может, ну, не намного, блядь, ну, так же и остался жить, просто то, что у меня сейчас, может, цены выросли, вот это только что коробит, блядь. Да при России не столько ж прожил, как при Украине, но мне казалось, что вроде как-то посвободнее, что ли, было, вот так вот. Ну, пришли они, тоже говорит, вроде работает, есть работа, вот смотришь, вроде что-то делают, на самом деле, пытаешься устроиться. Курю, говорю, ну, а как ты хотел? Все вот, все оттуда, все с России, с материка едут, работают у нас, а мы не можем устроиться на работу. Вот я говорю, вот, пожалуйста. Так вот, работаешь, где-то в пансионате отдыхаешь, и, блядь, тоже их бывает, говорят, ну нахрена мы вот это в Крым забрали, все деньги туда типа уходят. Блядь. Ну вот я вот так вот подопьют и начинают, нахуя этот Крым, блядь, денег в него вбухиваешь. А они, видать, откуда-то с материка приехали. Говорят, лучше бы там, блядь, развивалось. Ну вот такой вот разговор. Все равно я так думал, ну там тоже недовольны, что Крым забрали, типа, блядь, Россия. Аж не только в Крыму, думаю, и там на материке хватает людей тоже. Что недовольны, что, блядь, вот так вот взяли еще, типа, головную боль вот такую. Ну, как все время по телевизору, только слова войны вообще не было. Вот идет специальная военная операция, вот так они все время твердят. В рамках специальной военной операции. Все уже думают, ну, это уже не похоже как бы на операцию, но война и война идет.
как операция там, ладно, там неделю, 2-3, ну месяц максимум, да. Тут уже который год идет и все время говорят операция. И столько людей посылают тоже, ну какая это же уже получается операция, если уже как бы война получается. Я вообще ни разу не слышал, чтобы что-то сказали про какие-то потери. Даже, хотя вот понимаешь, да, вот когда вот вы разговариваем, там, ага, пошли, что-то, не получилось. С одной стороны, блядь, даже положили, говорят, о, пошли, положили, блядь. Даже вот мы вас по телевизору смотрим тоже, блядь. Ну, видно, что снимаете, все дроны снимают, все и так понятно. Идут просто раз, и камикадзе раз положил, тут, ну и думаешь, ну и везде, куда вот умашиваются такие потери, что вообще не говорят. Думаю, что вот только на одном небольшом участке вот такие вот людские потери, а нам-то фронта здоровый получается. И, ну, так уже домыслишь, да, потери походу такие, что офигеваешь. Просто никто этого не говорит, блин. Ну вот осознание пришло после того, когда вот понял, что такое по тебе танк, пушка хуярит. И когда вот, как по мне, как будто бездумно нас кинули, знаете, вот, да идите еще, после вас хуй не ляжете других. Думаю, нормально, блядь. Не только мне объясняй, что, куда, в чем смысл нашего вообще этого, блядь, штурма, в чем он, какой, куда мы, блядь. Вот надо это все. И только, бах, блядь, думаю, молишься уже такой, как бы, блядь, живым остаться, если, блядь, нахер надо вот это все, блядь, непонятно за что, блядь. Да я вот не понимаю, да, вот смысл был вообще, нахрена это все, блядь, есть же политика, дипломатия, можно просто было договориться как-то и все, вот это танками, пушками, все это, вот, война Вторая мировая не научила, походу, ничему, эти разрушения, потом же куча жертв, коллег, инвалидов тоже. Это же горе такое у людей. Все же уже назад не вернешь. И смысл был в этом. Значит, стоим на месте вроде, блядь. Куча трупов, инвалидов. И думаешь, ну и смысл в этой войне был. Там по телевизору, я же говорю, говорят одно, вот картинки красивые, все. А когда сюда приезжаешь, вот именно идешь на штурм и просто хуй, блядь. Ты по телевизору одно видишь, думаешь, да, все нормально, там прикроют, заберут там вовремя, окажут помощь туда-сюда. А смотришь, все, ну, по-другому вообще все другое. Все другое. Сейчас просто тупо. Идите как разминируйте поля, но смысл вам в этом? Я не вижу. Ну, типа, что проверить, заминировано поле или нет, ну, а смысл? Я не вижу в этом смысла. Лучше бросить оружие и свалить тогда. Ну, что меня посылают проверить, заминировано или нет. Где там мины, где там птички, не птички, откуда вылетит. Ну, это как наживка получается. Зачем? Я не раб вроде такой, чтобы мною что-то проверять. Вы можете, вон у вас инженеров, техников, пожалуйста, посылайте технику. А вы жалеете технику, а людей не жалеете. Вот такая вот фигня. Я так не согласен. Человек, по-моему, дешевле обходится. Есть, нету. Ну, это мое мнение. Думаю, ну, сегодня ты, завтра другой придет, и его пошлем. И так вот по трупам и пойдем. Когда я ехал, думал, да, наверное, будет дофига людей, а на самом деле, там, ну, единицы. Может, тоже у кого-то, кто-то по статье, может, какой-то. Ну, я так думал. Я бы думал, был бы тогда вообще полный военкомат, если бы добровольцы шли. А так, наоборот, я думаю, оно никому в Крыму и нахер не надо вот этого. Это я, наверное, просто сел такой. Что мне, я могу сказать, что мне жаль, что так вот Россия поступила, что бомбит города мирные украинские. Мне очень жаль, конечно. Я сожалею, что даже я сюда пришел по таким вот, как это сказать, пропагандой такой, вроде, блядь, нездоровой. Говорят, а у нас одно по телеку. И думаешь, блин, действительно там насысы, насилие такое. Оно, когда сюда приходишь, вроде нету нифига, все нормально вроде. Живут и, как нам говорили тоже, там русский типа язык запрещают. Но смотрю, на русском разговаривают же люди, ничего. Никто не притесняет вроде, все нормально. Вот это мне то, что поразило, все равно, что на русском можно нормально разговаривать люди, вот это.
А типа говорят по телеку, там, ну, запрещают русский язык. Вот такое вот я слышал у нас. А здесь вроде говорят на русском и ничего. Значит, не запрещают, получается. Тоже, значит, получается по телевизору. Вот как верить потом, да. Сожалею, что пришел сюда. Конечно, есть сожаление. Так вот, если бы время отмотать, вообще бы не подписал. И не уехал бы, блин. Не надо мне такая война, конечно. Искандер, это что же ракета такая здоровая получается? Что там и здания не останется, это ж сколько вообще будет погибших. Я говорю, тем более вот в космический век наш, ну, видишь ты же со спутника даже, что вот люди ходят, все видно тебе. Зачем туда бить? Я вот сразу под суд таких людей. Такого даже и не покажут никогда. Они там скажут, вот уничтожены там наемники там. Где-то вот зашли там в какую-то гостиницу наемников там уничтожили. Вот такое я слышал постоянно. Я осуждаю вот этот день, когда вот по городу ракетами террористы, наверное. Ну а как? Они же не сказали, промахнулись, да, координаты не те случайно. Ну тоже ж ракета прилетела. Ну это же тоже там же ракета не дураки, что управляют, правильно. Тоже люди, которые знают, куда она может прилететь и какой беды натворить. Значит, получается, или специально она, скорее всего. Типа тоже денег нет, хочешь заработать, вот контракт, иди заработать. Пожалуйста, но они же тоже не говорят, куда именно тебя пошлют, в какой жопе ты будешь. Вот они видят, да, мясо и мясо. Ну, я это думаю, вот и я сам, мне что же, вроде, да, все нормально будет, там покопаете, там посидите, и домой вернусь. Ну, вот так вот. А на самом деле, да, туда, и толком не обучают же, блин. И посмотришь, там тоже видел и стариков, там под 60 лет, все равно вот таких тоже берут. Они даже на возраст не смотрят, им по барабану, я так понимаю. Какой-то, знаете, как будто вот как план есть какой-то выполнить по людям, там, отправить столько-то надо. Что ты знаешь, блядь, столько трупов, блядь, кто ж, блядь, смысл в этом? Нафига людей вот так вот тупо уничтожать, вот. Не то, что неуважение, это как-то, блядь, вот кинули, все забыли. Не помыться, ну нету человеческого отношения, условий даже нету. Да, война, я понимаю, но людей это тоже можно поменять, пойти хоть раз в месяц на баню сводить хотя бы, правильно? А мы вот 8 месяцев просидели почти, ни разу не выехали с окопов. Там тоже, я как понял, зэков тоже до хрена, я так понял, решили, наверное, тюрьмы почистить, что до зэков отправляют, ну, на мясо, как говорят. В один конец пошел, ну, пиздец. Следующий. Зэку говорят, либо срок такой, либо подписывайте, хоть там, наверное, шанс какой-никакой выжить, и потом все. Ну, я так думаю. Вот из-за этого они и подписывают. Думают, сейчас пронесет, а на самом деле он же не понимает тоже, как я, в какую жопу можно залезть, что и не вылезть оттуда вообще. Зэки не люди, мы не люди тоже, я так думаю. А кто люди тогда? Кто тогда люди?